Поддержка технологии активного шумоподавления, функции прозрачности и защиты от шума ветра. Системы из 6 микрофонов для более четких вызовов. Поддержка приложения со встроенным эквалайзером. Последний Bluetooth чип версии 5.4. Функция низкой задержки. 35 часов автономной работы, и обо всем этом, разумеется, можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Xiaomi Halo Mori Pro. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляются Mori Pro в достаточно компактной упаковке из плотного картона. На коробке есть название, краткие характеристики и изображение модели. Упаковка неплохая, в комплекте мы имеем бокс, наушники, краткое руководство, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и плотные амбушюры разных размеров. Один наушник весит 4 грамма, а бокс 31,3 грамма. Габариты бокса и наушников вы видите на экране, в целом все в пределах нормы. Сеточка на звуководе обыкновенная, а сам звуковод средней длины. Далее. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному Poco X6 Pro и на Новый год еще iPhone 16 разыгрываю. Условия по iPhone 16 в ролике по ссылке в описании, а для того, чтобы выиграть один из Poco X6 Pro, необходимо подписаться на этот канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий под любым из роликов больше 5 слов и в комментарии либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. И вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. В продаже есть черная и белая расцветка данной модели. Дизайн бокса, как и у материала, восторга, если честно, не вызывают, но плюс за то, что бокс не особо габаритный, в кармане не мешается. Выполнен бокс из матового пластика с глянцевыми вставками в виде букв. На корпусе расположили разъем Type-C, надпись Halo и выступ для открытия крышки с индикатором. Открыть бокс одной рукой можно, но проблематично. Шарнир пластиковый, крышка в открытом состоянии фиксируется и люфт у крышки практически отсутствует. Хлопок при закрытии бокса глуховатый, но громкий. Далее, внутри расположили два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом, маркировку Left и Right, а также кнопку для сопряжения. Наушники в боксе гуляют, вытряхнуть с закрытой крышкой бокса наушники у меня не получилось, а с открытой крышкой бокса нужно будет приложить усилия. Извлекать наушники из бокса удобно, как и устанавливать их обратно. Переходим же к наушникам. Наушники выполнены из пластика с полуматовым покрытием, и собрана пара в принципе неплохо. Внешне Mori Pods Pro выглядит аккуратно. На корпусе из элементов дизайна это надпись Halo и внешняя часть ножки, которая отличается по цвету от основания. Посадка плотная, из ушей выпирают они не сильно, при длительном прослушивании особого дискомфорта я не обнаружил. Из ушей во время пробежки наушники не вылетают и пассивная шумоизоляция средняя. Хотя здесь все индивидуально, зависит от того, как вам амбушюры подойдут. Далее, на корпусе есть 6 микрофонов в общей сумме, маркировка Left и Right, контакты для зарядки и сенсорные панели. Из тапов на борту play, пауза, переключение треков, ответ, сброс вызова, регулировка громкости, включение режима низкой задержки и переключение между режимами шумоподавления окружающих звуков. Вызова голосового ассистента нету. Управление не назвал бы самым удобным, ко всему срабатывает оно некорректно. Хорошо, что можно настроить команды под себя, плюс есть функция для блокировки сенсорного управления. Одиночного тапа нет, и некоторые команды сопровождаются системными звуками. К сожалению, настроить управление таким образом, чтобы можно было использовать все команды, нельзя. Далее, оснащены наушники динамическими драйверами. Активное шумоподавление здесь до 43 дБ, и оно в наличии, как и функция прозрачности. Дополнительных режимов для этих технологий нету, что тоже неудивительно за эту стоимость. ANC настроено неплохо, какого-либо белого шума в наушниках с ANC нет. 43 дБ по ощущениям отрабатывает, функция прозрачности реализована также неплохо, разговаривать с собеседником, не снимая наушники, возможно, но звук наушники воспроизводят слегка глуховато. С одним наушником обе технологии работают, за что несомненно плюс, а минус за то, что бокс не умный, и чтобы Mori Pro подключились уже к ранее сопряженному устройству, необходимо их извлекать из бокса. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают, но переподключение с небольшой задержкой. Датчиков обнаружения нет, но есть мультипоинт до 2 устройств. Далее, емкость аккумулятора 400 мАч, полный цикл зарядки бокса занимает 2 часа 10 минут, емкость одного наушника 35 мАч. Полный цикл зарядки наушников от бокса 1 час 40 минут, не быстро, но учитывая стоимость, ожидаемо. Отыграла данная пара на 100% громкости по кодеку AAC 3 часа 30 минут. Если слушать музыку на 50% громкости, то автономность будет в районе 6 часов. А с боксом они
могут прослужить не больше 20 часов на 100% громкости. Далее, заявленной водонепроницаемости у наушников нет, несмотря на это я протестировал их на водонепроницаемость, окунув в проточную воду, мой экземпляр работает исправно. За 7 лет, кстати, ни одни наушники не утонули, но неизвестно, что с ними произойдет в ближайшие месяцы, и лучше так, разумеется, не делать. Качество от этого звука и микрофонов точно не станет лучше. Приложение, к которому можно подключить, называется Halo Sound. В приложении отображается заряд наушников в процентах, и помимо перечисленного уже есть 6 предустановленных эквалайзеров. Настроены они не лучшим образом, но хорошо, как говорится, что они есть. Для начального уровня неплохо. Кастомного эквалайзера, к сожалению, нету. Далее можно воспользоваться поиском наушников, звуковыми сигналами стандартно и обновить прошивку, которая мне еще не прилетала. Но будем надеяться, что обновления прибудут. Приложение работает некорректно, изредка оно зависает, перевод неполноценный, ничего у них не поменялось. Bluetooth версии 5.4, за что плюс из кодеков на борту SBC и AC. Через одну стену наушники от смартфона не отваливались, как и через две стены, но изредка проскакивали фризы. Задержка на YouTube незаметна, в играх задержка с включенным игровым режимом приемлема, играть можно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с шумоподавлением обыкновенные, отрабатывают они неплохо, в целом для коротких разговоров их достаточно. Но в особо шумных местах будут проблемы, даже с учетом того, что MoriPods Pro имеют алгоритм защиты от шума ветра. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Xiaomi Halo MoriPods Pro и насколько они хорошо решают, как всегда вам, насколько хорошо они отрабатывают. Вы сейчас слышите, из того, что могу посоветовать, это всегда наушники на шнурке, которые FreeLace или еще что-то подобное от OnePlus. Есть тоже, как мы помним, много разных буллетсов наушников. Вот там микрофоны рядом с вашим источником звука ртом. Также микрофоны вашего смартфона. Все остальное будет плюс-минус вот так. Звучание. Запас громкости есть. Лично я прослушал музыку на громкости не выше 75%. Звучание басхедное, как и должно быть в вакуумных наушниках за эту стоимость. По-простому в затычках. Бас хороший, мощный, но недостаточно глубокий по мне. Высокие звучат приятно, середина отрабатывает хорошо, но детальности звучанию слегка по мне не хватает. При этом в общей картине звучание не является минусом данной модели. Я бы сказал, что по звуку они подойдут большинству пользователей. Так что в случае, если вам нужны дешевые Bluetooth наушники, можно смело рассматривать к покупке. Из минусов: сенсорное управление плохо откликается на тапы, нет заявленного стандарта защиты от влаги, пыли и воды, приложение требует доработки, бокс неумный, дизайн бокса на любителя, материалы бокса хотелось бы слегка качественней, сенсорное управление нет возможности полноценно настроить, переподключение между наушниками не бесшовное. Плюс при длительном прослушивании музыки ощущается легкий дискомфорт. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Этим вы очень сильно поможете проекту. Все, что вижу интересное, стараюсь покупать и потом вам рассказывать. Резюмирую, беспроводные наушники Xiaomi Halo MoriPods Pro — интересная модель с базовыми функциями. И не только. За низкий ценник. А мне Mori Pro понравились своим функционалом и дизайном. Поэтому от меня девайс сюда. Звук за эту стоимость обычный. Вряд ли вы что-то получите у кого-то за эти деньги лучше. Но здесь, как говорится, вкусовщина. Подписывайтесь на канал с колоколом. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.